Спустил предохранитель, открыл окно, они упали. Ну вот то, что вот все расстрелянные машины, они просто в засаде сидели. Да. Неважно, кто проезжает, просто расстреливают всех подряд. Не думая ничего, начал сразу открывать тоже по ним огонь. Кого они стреляли? Просто... На перекрестке как бы проезжали машины, были люди, так они просто стреляли. Попадут, не попадут. Да, вот как бы просто стрелять. Причем, куда ни посмотреть, ты это увидишь. Везде тела. Как бы везде тела. А ты, получается, один был с нашей стороны? Да. То есть ты все-таки поехал дальше? Это как бы... На свой страх и риск, не понимаю вообще, что там происходит. Нет, потому что я должен приехать к себе домой. К семье, да. Так что я обязан как бы так и так ехать. А был у тебя страх? Было страшно? Да, мне было страшно. Игорь, спасибо тебе за встречу, за интервью, что принял нас. Ты действующий полицейский, и непосредственно 7 октября ты был в эпицентре той самой трагедии, что происходило. У тебя такая интересная история. И, как обычно, мы гостей просим в рамках хронологии событий, вот вообще как начинался твой день, что происходило, с чем ты столкнулся. Ну, по ходу я буду задавать вопросы уже. 7 октября я проснулся, чтобы пойти на смену, потому что я должен был работать в утреннюю смену. Я проснулся в 5 часов утра. Кофе, одел свою форму, сел в машину и приехал, начал ехать на работу. Когда я проезжал блокпост Мейтар называется, мне там жена позвонила, сказала, что начались сирены, и как бы что-то ненормальное. Это слишком много сирен в такое время. А во сколько это было, ты помнишь? Где-то в 6:30 утра. 6:31, 6:32, что такое. Подруга на свою работу, это позвонила мне, скинула сообщение, спросила, если дети спят. Она сказала, да, я говорю, так, возвращайся к ним, как бы в бомбоубежище и продолжай там спать. И как бы я не придал этому ничего, как бы слишком сильно думать об этом, запинаться, что-то, потому что как бы мы живем на юге, живем как бы возле газа, так что как бы привыкли. То тут подстреляют, то там подстреляют, как бы это стало как бы нормально. Плохая привычка. Да, плохая привычка. И я приехал на свою станцию, она находится возле пещеры Марата Махпеля, называется, в Хевроне. И как раз подошел к диспетчеру, где он выдает нам рации, все наши вещи, которые мы с ним потом выезжаем на улице. И там у него был телевизор, и я заметил фотографию, где видно, все знают эту фотографию, где полицейская машина, и напротив нее стоит белый пикап с террористами. Да. Это то, что было в Сдероте. Тут я понимаю, что это, оказывается, не просто была сирена, и, походу, что-то нагревается у нас на юге. Позвонил своему главному офицеру, я говорю, слушай, я еду домой, как бы меня не волнует сейчас моя смена, меня волнует моя семья, которая находится сейчас дома. Он мне сказал, нет проблем, только возьми с собой как бы бронежилет свой и выезжай. Скажи, пожалуйста, а вообще понимание в это время было уже у тебя информации, что конкретно происходит? Или как и все не понимали вообще, что... Я еще ничего не знал, ничего не понимал. Я даже я нахожусь в группе, которая охраны нашего поселения называется ЯТЭД. Я там находился, я как бы посмотрел, главный за охрану. Как бы ничего такого не написал, что где-то есть проблемы, что где-то. Просто сказал, что хочет сделать совещание всех, чтобы обойти весь наш поселок, проверить, если нигде не упала ни ракета, ни осколки, ничего такого. И кроме этого, как бы таких больше никаких не было сообщений. Я потому что живу возле газа, я всегда ездю со своим табельным пистолетом и автоматом. Бронежилет я на себя одел, сел в свою собственную машину, частную свою, и начал ехать. По дороге, когда еду по шоссе 60, мне друзья звонят, которые живут тоже на юге, Ашкелон, с Ашдода тоже, которые полицейские, спросили, что случилось, где я вообще и что происходит, потому что им сказали, что как бы начали заходить террористы к нам в сторону Израиля. Первый мой ответ был из моих друзей, это сказал, типа, тут нет ничего смешного, как бы, не прикалывайся надо мной.
То есть ты не поверил, что Я сначала не поверил, потому что увидел это как бы тоже в «Здороте», эту картину, тоже как бы сначала не поверил. Думал, может быть, монтаж, не знаю. Все может быть в нашем технологическом мире. И начал, один друг позвонил, потом еще один друг позвонил. И тут я понимаю, что, оказывается, да, что-то уже не просто так мне звонят. И когда я начал подъезжать к Офаким на шоссе 241, остановился секунду на обочине, потому что у меня жена начала звонить. И она мне говорит, мы слышим, идет стрельба, как бы уже не просто ракеты, то, что мы привыкли, а уже слышим, что находится на улице стрельба. Первым делом попросил, чтобы она закрылась у себя дома. В это время я тоже скинул сообщение главному охране нашего поселка, чтобы как бы забрал жену, переставил ее ко мне в другую семью, чтобы я как бы она не оставалась одной. И тут я начинаю смотреть тоже как бы в сообщениях то, что у нас есть, то, что зашли, находится, идет перестрелка в Бейре, находится перестрелка и на Шлуша, Нироз, Нахалёз, у всех этих там уже находятся террористы, там уже идет как бы перестрелки. И тут я понимаю, что да, мне как бы не знаю, что будет передо мной, не знаю, что меня ждет. Начал я ехать по 200, на шоссе 241 в сторону шоссе 232, который все знают ее. По дороге я прошел перекресток, называется Урим. Там место есть заправка. Когда эта заправка по субботам навсегда открыта, и там всегда можно видеть много велосипедистов, которые катаются. Заправка была закрытая, и не было там никого, как бы не заметил, потому что трассы от самой заправки тоже были закрыты. В это время я начинаю слышать массовые обстрелы как бы в сторону Израиля. Ракеты? Ракетами, да. Через сирены. Бывает то, что просто сирена не переставала, как бы, наверное, 2-3 минуты не переставая, просто идет сирена. В это же время можно было слышать взрывы, то, что купол сбивает. И были, я уверен, были взрывы, которые то, что ракета просто упала на землю. Угу. Посмотрел секунду в телефон свой, как бы, потому что мне начали звонить начал получать много сообщений. Телефон поставил на тихий, чтобы не отвлекаться, чтобы быть как бы... Не отвлекаться на каждую мелочь, чтобы не мешалось. Проверил насчет сообщения жены. Жена перешла в другую семью. Как бы в дом перешла к соседям, находилась там, а так что уже как бы... Она уже не одна находится. И начал ехать дальше ехать по 241 шоссе. И тут я увидел белую машину, которая стояла с открытыми дверями передними, и причем еще она стояла не ровно, а наискосок. Это вот Toyota террористов, вот эти? Нет, была просто белая. Я как бы остановился сдалека, увидел, что это просто была белая машина, и заметил, что как бы передняя дверь была открыта. Я как бы вышел с моей машиной, и справа от меня находились деревья и поле. Начал идти по этому полю, потихоньку приближаясь к этой машине. И когда смотрел между полями и деревьями, просто заметил тогда два первых террористов. У них был шеврон просто зеленый на руке и бандана зеленая, как бы повязка вот эта зеленая. Вот да. хамасовские истории. Правильно. А это во сколько было вот уже вот это? Наверное, в часиков 9 с чем-то, 9 минут. Где-то часов 9 утра. То есть стояла машина, и уже там два террориста каких-то? Недалеко, подальше от нее стояли два террориста, которые, наверное, или разговаривали, не знаю, но они просто стояли очень близко. Вооруженные? Были вооруженные. Угу. Я быстро с поля перешел как бы с поля перепрыгнул на дерево, которое было слева от меня. Присел, взял удобную позицию, посмотрел, что вокруг меня нету как бы никого, и как бы получается, что только я и двое, которые передо мной. А ты с автоматом? Я был с автоматом. Спустил предохранитель, открыл окно, они упали,
И тут я понимаю, что не просто так друзья мне звонили, не просто это все было. И потихоньку начинаю понимать, что да, оказывается, да, зашли террористы. И сколько их непонятно. И сколько, да, я не так и не, как бы до сих пор не могу даже понять, потому что друзья сказали, что зашли много с машинами, с мотоциклами, со всеми этими, как бы, с одной стороны, ты думаешь, как такое может быть, как бы просто, как бы, или воображение, или, но с другой стороны, я двоих увидел. Как бы, да, причем еще зашли так глубоко, значит, это не только эти двое, не только трое, и не та машина, которую я видел по телевизору. Я только хотел выйти как бы с этого дела, продолжать идти вперед, и резко я заметил, в их сторону подошли еще двое. И они заметили, что их двое друзья лежат. Уже все. Они уже, да, не лежали, и в этот же момент я просто, когда их только заметил, я уже не думая ничего, начал сразу открывать тоже по ним огонь. Они тебя не увидели? Не, они не успели. Не успели. Они просто, как бы один плюс был то, что они отвлеклись на своих друзей, которые лежали, и это то, что мне дало время как бы быстренько открыть огонь на поражение. После того, как они, те двое тоже легли, я подошел к ним, проверил, что, может быть, я опознался, может быть, не знаю что. И да, увидел эти же повязки зеленые, тут я понял, что да, я стрелял не просто в гражданских, потому что у них и жилеты не армейские, не полицейские, как бы у армии это зеленые жилеты, у нас в полиции это черные, а у них было как бы камуфляжное. И я быстренько, когда я увидел, что все четверо они лежат, развернулся, начал идти как бы в сторону той белой машины, и там я увидел два солдата, которые лежали. И машина была вся расстрелянная. Наши солдаты уже? Да. Она была вся расстрелянная до такой... Как бы не мог найти никакого места, которое можно было увидеть как бы сплошной металл. А ты думаешь, это вот эти четверо? Так, я думаю, эти четверо, которые расстреляли их. Как они до туда добрались, я не знаю. Потому что в то время, когда я вернулся в своей машине, начал ехать дальше в сторону своего дома, я как бы не видел никакую машину, которая поблизости стояла. А ты к солдатам подошел? Подошел, пощупал и на руке пульс, и на шее. Никакого пульса не увидел, не почувствовал. Не чувствуешь пульс, так что даже и как бы от пулевых ранений никогда не начинают делать искусственное дыхание, чтобы не навредить больше. Утром 7 октября 2023 года Хамас возглавил одновременную волну нападений на израильское гражданское население и военные посты. Атака на рассвете началась, когда Хамас выпустил более 5000 ракет из Газы по Израилю, а затем проник на территорию Израиля, прорвав заграждение. В этом масштабном внезапном нападении на юг Израиля террористы Хамас совершили невообразимые зверства, включая широкомасштабное сексуальное насилие в отношении женщин и зверские убийства невинных людей. В результате нападений погибло более 1193 человек, 800 из которых, как было подтверждено, принадлежали гражданским лицам. Более 4800 человек получили ранения, а 251 были взяты в заложники. На опознание некоторых тел ушло много времени из-за значительных увечий. Сел в свою машину, продолжил как бы ехать, и тут мне один из друзей, который живет в Ашкелоне, позвонил, говорит: Игорь, где ты находишься? Потому что вышли всякие разные видео, что зашли террористы в сторону Израиля, и на машинах, и на мотоциклах, как бы, ты где сейчас? Потому что я знаю, что ты должен быть на смене. Я говорю, я сейчас по дороге домой. Я приехал на смену, увидел то, что есть, начал ехать домой. Он говорит: Игорь, никуда не едь, потому что ты не знаешь, что может случиться с тобой. Я говорю, ехать я поеду, потому что это как бы моя семья. А как бы я не буду просто так сидеть здесь где-то на поле и ждать, что их кто-то спасет.
Ну, то есть это как приказ был? Нет, просто просьба, это дружеская. Просто дружеская, типа, чтобы я не ехал. Посмотрел сообщение насчет жены, написала, что я по дороге, что у меня все в порядке, хотя голос мой был тоже, пытался передать, что подчеркнул, что со мной все хорошо. И тут я понимаю, что да, мне придется если уже увидел 4, я не знаю, что может быть передо мной. И к этому еще добавил то, что друг сказал, то, что есть видео в сети, то, что они заезжают и на джипах, и на мотоциклах, и их много. И тут я понял, что мне надо просто делать расчеты и идти просто по-тактически. Ехать просто медленно и ближе к деревьям, потому что это одно единственное место, которое я могу укрыться. Я начинаю подъезжать к парку, который называется парк Эшколь. И там получается, как змейка, дорога идет с поворотами и чуть-чуть наверх. И издалека я вижу, что есть мотоцикл. И те, которые катаются на мотоциклах, они никогда на спуск не поставят. Прям как раз на начало спуска никто не поставит свой мотоцикл, потому что те, которые идут с другой стороны, не видят. И это меня тут и натревожило, что никто так мотоцикл свой не оставит. Я остановился опять на обочине, начал идти через, возле парка, там больше такие, как песчаные горы есть, и ручей там проходит. И начал по этим горам идти в сторону этого же мотоцикла, в то же время смотрю направо-налево, чтобы проверить или гражданские, или увидеть террористов. И когда я взял такое место, которое, чтобы мне на высоте, мне все видно, и тут возле этого мотоцикла слева от него я заметил, что 2 людей просто лежат, и между ними какой-то что-то такое черное лежит. Пытался присмотреться, пытался понять, кто они, может быть, просто гражданские, не знаю что. Они без опознавательных знаков, Я просто был я был далеко, и мне было тяжело понять, а с другой стороны, спускаться сейчас и ближе, у меня я получается, что я буду в проигрывать позиции, потому что я снизу. И в этот же момент, когда пытался найти, как я могу приблизиться и узнать, кто это, проехала другая машина серого цвета, если я правильно помню. И те люди, которые лежали, просто начали стрелять в эту машину. Когда они лежат, и просто расстреляли по низу машины. То есть это просто в засаде сидели они террористы? Просто, да, сидели в засаде и ждали кто пытается сбежать и ехать в сторону Израиля, кто пытается выйти из сектора Газа в сторону Сдерот, Офаким. И они просто ждали те машины. Ну вот то, что все расстрелянные машины, они просто в засаде сидели. Да. Неважно, кто проезжает, просто расстреливают всех подряд. Да, и когда после того, что увидел, что эти двое обстреливают машину, я, не думая, опять спустил с предохранителя своего автомат и открыл по ним огонь. После того, как я заметил, что плюс-плюс пытался приглядеть, я вижу, что они не двигаются, начал посмотрел назад насчет этой машины. Эта машина как ехала, так она просто и летела. Что там случилось с людьми и сколько там было, я не знаю. Я со своей горы спустился быстренько, посмотрел вокруг меня, что нету ничего. Подошел к этим 2, которые лежали, и между ними просто лежала такая большая сумочка черная, и там были просто патроны, и магазины, которые уже просто достань, заряжай свой автомат и можешь дальше стрелять. То есть задача была просто лежать, расстреливать, и вот сколько у тебя хватит? Насколько им хватит патронов. На этих позициях. Да. На эту суку я посмотрел, быстро начал возвращаться в машину свою, позвонил в станцию Офакима. Гудок идет то, что занято этот. Попытался позвонить тоже в Нативот, там тоже была занята трубка. Да, я понимал то, что я же уже вижу, и что происходит с гражданскими, я понимал, что все названивают. Начинаю звонить, продолжаю ехать, в то же время начинаю звонить в 100. Самое простое место, которое каждый человек знает. Мне ответили,
ответили просто с севера. Диспетчер, который находится в севере, ответил. Я ему просто объяснил, где я нахожусь. И все, он сказал, я как бы возле тебя не вижу никакой полицейских, ничего, как бы. Мы с тобой как бы пытаемся потом связаться. Обалдеть. Продолжаю ехать. Потихоньку думаю, что, как, зачем, что мне дальше, какие мои дальшие действия, что мне дальше надо делать. И был момент, который я уже поговорил, продолжаю ехать, скинул опять сообщение жене, то, что я живой, со мной все в порядке. И написал я то, что я тут нахожусь как бы с солдатами, с ними пока что стою как бы в посту. Так что доехал до солдат? Я не доехал, это просто пишу такое, чтобы успокоить свою жену. Чтобы она знала, что как бы я как бы со мной все нормально, я как бы не один, и что со мной еще люди. А так получается, ты один на этой трассе? Я на 241 я ехал один. И когда я еду, после того, как я написал сообщение жене, с левой стороны от меня были кусты, и оттуда как бы заметил что-то белое, высвечивая. Я быстро остановил свою машину, вышел с машины, и просто я вижу перекресток, который 241 совмещается с 232, и я просто начинаю слышать как бы стрел, который идет как бы не с автомата, а больше с большей калибра. Типа пулеметов? Пулемет. Пулемет. Пытаюсь понять, откуда, потому что как бы из-за того, что местность открыта, так что эхо раздается сильно. Начинаю быстро смотреть направо-налево, и справа от меня замечаю человека, который стоит у него пулемет на капоте этого пикапа, на этого тендера, и он просто стреляет. Возле него стоит человек, тоже с автоматом, но он как бы не стреляет. Когда пулеметчик у него заканчивает, когда он начинает менять свои патроны, значит, тот, кто с автоматом, начинает стрелять. Чтобы был непрерывный огонь, да, чтобы все время был огонь. А в кого они стреляли? Просто... на перекрестке как бы проезжали машины, были люди, так они просто стреляли. Попадут, не попадут. Да, вот как бы просто стрелять, потому что все равно попасть они стопудово попадут. Ну да. Одна машина была, да? Вот это? Была одна машина, были как бы те двое, которые я их заметил. И когда я начал как бы подходить чуть ближе, чтобы мне было как бы понять, потому что я пытаюсь в голове совместить, потому что я вижу машину, вижу двое, а друг мне говорил, что в машинах было много. И как бы мне это как бы не совпадалось. Угу. И в какой-то момент просто я начал смотреть больше за дорогой, в левую сторону, и там я просто заметил то же самое. Человек, который лежит, держит пулемет и просто стреляет, то же самое, то, что как бы и справа. И тут я просто начинаю думать, как бы, как правильно действовать, потому что все равно они как бы 4, я как бы 1, если вдруг они заметят, как бы и пулемет, и автомат на меня, мало шансов. И просто я как бы пытаюсь думать, и просто не знаю, откуда как до этого решения дошел, просто пулемет, он делает в 2 раза больше шума, так что лучше сначала стрелять тот, который был с автоматом, и после этого сразу перейду на пулеметчика, потому что они стоят рядом. Так пока пулемет стрелял, я просто сидел и ждал, пока он пока сам пулеметчик не перезарядится, потому что у него как бы пленку менять не так уж и быстро. Как он только отстрелялся, начал стрелять автомат, я быстро начал уже прицелился и был готов уже, чтобы открывать огонь. Как только пулеметчик начал стрелять, я сразу выпустил пару патронов в автоматчик, который стоял. И с того же момента просто чуть-чуть посмотрел налево и начал стрелять уже в пулеметчика. Они двое упали. Я быстро перебегаю дорогу к другим деревам, чтобы стрелять те, которые находятся с левой стороны. А те, которые с той стороны этого не увидели все? Они не увидели, потому что 2 пулемета стреляют, как бы шум сильный, и от моего автомата как бы плохо слышно, и причем еще я далеко от них. То же самое, я подождал, пока пулеметчик перезарядится. Как только начинает стрелять, я опять стреляю в автоматчика и сразу перехожу на пулеметчика. По той же схеме? Та же схема. И тоже их После того, как я их положил, я вижу, что просто настала тишина.
Как бы ты слышишь стрельба, которая, но это не от них, потому что это стрельба, которая очень далеко. И как бы стала резко тишина. Я понимаю, что как бы я как бы здесь как бы те, которые сейчас находились на 232 шоссе, как бы, которые пролетают, как бы, может быть, я и спас людей, может быть, и нет, но как бы сейчас уже как бы спокойнее. Посмотрел направо-налево, что возле меня нету ничего. Проверил себя, может быть, где-то меня задело, не знаю. Ранение ты имеешь в виду? Да, просто как что, бы... может быть, в шоковом состоянии да, не как заметил. бы не заметил, может, кто-то успел развернуть, не знаю. Проверил, что со мной все нормально. У меня много сообщений идут от моего командира, от офицеров, которые от моей станции, Игорь, что ты, где ты, этот. А ты рассказываешь, что происходит? Нет. Ничего. Я пока что не рассказываю, я пытаюсь как бы не заниматься ничем другим, потому что, как бы, не знаю, вдруг кто-то передо мной сейчас выскочит или что такое. Не отвлекаться. Не отвлекаться, чтобы всегда быть наготове. Я просто офицеру, кажется, я просто скинул свою геолокацию, которую дал ему на час, чтобы целый час он видел, как бы я прохожусь через WhatsApp. Опять проверил насчет жены. Мне там мама написала тоже сообщение, когда она живет в Ашкелоне. Я написал, что со мной все в порядке, как бы. Телефон опять в карман. Вернулся в машину. И тут просто как бы думаю... начинаю как бы думать про себя, что дальше делать. Ждать, что кто-то из армии появится, с полиции, может быть, даже те же пограничники МАГАВ, может быть, проедут кто-то, или просто как бы плюнуть на все и как бы продолжать с той же схемой, просто ехать медленно, если что, выпрыгивать и отдавать обстрелы. А ты, получается, один был с нашей стороны? Да. Больше ни полиции, ни военных, вообще никого не было? Не, по этой дороге никто пока что еще не проезжал. Доехал ли я до перекрестка, который называется перекресток МОН, это как раз 241 совпадает с 232. И там есть как бы бомбоубежище, которое возле станции ставится. Мигунит, да? Да, Мигунит называется. И как бы я недалеко оставил свою машину, и я просто слева увидел, что по этой трассе какая-то машина летит, и я заметил, что как бы находится оружие на улице. Так я бы... Что это значит оружие? Что машина просто... Из окон из окон как бы... Автоматы. Пулеметы. Я даже не мог понять, просто понял, что это не просто так и не палочки. И просто машина едет быстро, и как только я подхожу уже к входу в саму Мигунит, я начинаю слышать, с этой же машины начинает быть обстрел. Я забегаю быстро в Мигунит, и там я увидел гражданского, который просто сидел в стороне. Спрятался. Я забегаю, вижу это, я сразу автомат свой поднимаю. Кто ты, зачем ты? Он говорит, я как бы живу тут Энапсор. И тут недавно было, в меня стреляли как бы сзади, со стороны как Уфаким, и как бы я делаю 1+1, я как бы оттуда пришел. И как бы те, которые шквал, который он слышал, это те, которые я ликвидировал перед этим. И тут были солдаты, он говорит, были, но как бы пришли, и дальше поехали в сторону как бы Бейри и в ту сторону. То есть уже армия проехала, да? Да, он как бы говорит, что тут было. Я говорю, стой, у тебя есть пистолет? Что-то он говорит, да, у меня есть пистолет, но у меня осталось пару патронов последних, которые в магазине, у меня больше нету. У тебя какой пистолет? Глок. Я говорю, ладно, на как бы мой магазин, поменялись между собой контактами, чтобы, я говорю, в конце-то как бы один день придет, я у тебя заберу свой. И я ему объяснил то, что как раз проехала машина, и с этой машины стреляли в мою сторону, как бы и в сторону Мигунита. То есть они стреляли прямо в тебя? Как бы стреляли в сторону, просто заметили, походу, меня. И в тебя открыли огонь? И просто стреляли, как бы. Но не попали, к счастью. Нет, я говорю, я в Мигунит не буду не хочу оставаться, как бы это... Я как бы остаюсь, закрываю себя, и как бы для меня это будет ловушка. Если хочешь, давай, ты возьмешь правую сторону, я левую сторону Мигунита. Будем лежать, и если кто-то будет идти, будем просто отстреливаться. И если что, просто зайдем сзади Мигунит. И как бы будем уже там проверять, что будет дальше.
Мы быстро вышли. Он взял, как я и сказал, он взял правую сторону, я взял левую. И просто лежим. Лежим и ждем. Слышим обстрелы, слышим сирену, слышим стрельба, которая находится далеко от нас. И недалеко, просто слышим все эти стрельбы. И мы просто лежим и ждем. А вот эта машина, которая тебя обстреляла, они просто потом проехали мимо и не пошли тебя искать? Так вот я просто лежал и ждал. Потому что что они вернутся. Может быть, они вернутся, может быть, нет. Я смотрю, что время проходит, никто не проезжает, никто. Я говорю, ладно, я как раз кричу гражданскому, чтобы у меня, ты видишь, синий Сиат, это моя машина, давай заходи, я тебя через поле, я к тебе верну. Он говорит, да, я вижу. Говорю, все, иди, как ты сядешь в машине, посигнали мне, я тоже. Он только встает, и он кричит террорист, и я начинаю слышать, как он стреляет. Я быстро только начал вставать, и резко я вижу, упала граната как раз на вход самого бомбоубежища. Возле тебя? И я нахожусь слева от него, замечаю то, что граната, я ему кричу граната, отхожу назад и ложусь. 21, 22, 23, от армии я привык. Считать 21, 22, 23 взрыв, а взрыва нету. Тут я думаю, или просто пронесло, может быть, неправильно посчитал, быстро посчитал. И в это же время начинаю видеть, людей идут в мою сторону. Я не целясь, слишком сильно не прицеливался, я просто начинаю стрелять. А сколько людей шло? Я не заметил, я просто видел силуэт человека, я просто начинал стрелять, не думая, не задумываясь, потому что я думаю, я открыт. И я лежу, и если это та машина, я не знаю, сколько их там вообще находится. Еще гранаты летают тут. И граната одна полетела, причем гражданский крикнул, что есть террорист, и начал стрелять, и еще крикнул то, что он его ликвидировал. И я просто вижу силуэты и просто стреляю, несмотря слишком сильно даже не прицеливаюсь. Я заметил, что у меня тишина, больше никто не идет. Гражданский сказал, что у него тоже все чисто. Я говорю, так, давай сейчас сойдем назад, встретимся, проверим, что никто ничего, все нормально. Я проверил его, поднял ему сзади футболку, чистый, он меня взял, я снял бронежилет, он проверил меня тоже, то, что я тоже чистый. И мы я говорю, так, он говорит, давай по полю пойдем. Я говорю, подожди, у меня тут есть машина, если что, мы сядем в машину и поедем. Потому что если они пешком, уехать на машине будет в 2 раза быстрее. И давай сейчас подождем. Маршрут 232. Сельская дорога на юге Израиля. Во время внезапного нападения утром в праздник Симхат-Тора сотни террористов Хамас и других террористических организаций из сектора Газа расположились вдоль шоссе 232 и захватили перекрестки вдоль дороги, чтобы убить всех пассажиров и помешать или затруднить прибытие армии и спасательных сил. Десятки мирных жителей, ехавших по дороге, были расстреляны в своих автомобилях. По всему маршруту были транспортные средства, которые горели или были разбиты выстрелами. Массовые убийства на трассе 232 иногда включали сексуальное насилие над жертвами или их телами. Дорога оставалась закрытой около 2 недель после атаки из-за опасений, что террористы все еще скрываются поблизости и могут нанести вред пассажирам. Навигационное программное обеспечение направляло путешественников по альтернативным маршрутам до начала января 2024 года. Проходит время, даже не замечая, сколько время. И больше никто не стреляет в нашу сторону, ничего. Я говорю, так, пока что тихо, подойдем к этой машине. Мы как раз только поднимаемся, подходим к моей машине, и я вижу синий-красный свет. Синий-красный свет – это полиция. Едет, мчится 2 машины, как раз возле друг друга, и просто мчатся. С мигалками? С мигалками, да. Тут я понимаю, что это уже полиция. Уже свои. Первым делом я взял свою жилетку, которая для дороги, и просто поднял и включил аварийки. Те машины начинают подъезжать ко мне, они останавливаются недалеко от меня,
Оттуда выходят магавники, которые они были. Это две группы, которые приехали. Сразу на меня кричат: ты кто? Этот, я им показываю то, что как бы жилетку кинул. Говорю: я полицейский, меня зовут Игорь, мой номер так и так и так. И со мной гражданский. Когда они только вышли, я взял свой автомат, положил возле меня, чтобы как бы не спровоцировать. Да, как бы все равно как бы все как бы у всех адреналин этот играет, чтобы резко просто так пулю не выстрелить. Я им крикнул то, что я Игорь, дал им свой номер полицейского. И после этого как бы они быстренько начали идти в мою сторону, эти же машины как бы подъехали ко мне. Игорь, пить тебе надо, что-то тебе надо, ты раненый, что-то. Я говорю: нет, но мне надо патроны для автомата. Я им дал 3 моих магазина, и у них взял 3 целых. В этот момент как раз, когда магавник начал закрывать заднюю часть его машины, где он мне давал патрон, как только он начал закрывать, я вижу, что что-то пробегает напротив нас, как бы через поле. Я просто поднимаю как бы как робот, просто поднимаю и начинаю стрелять. Увидел, что человек упал, и тут я понял, как бы я даже не присмотрелся, ничего, я просто открыл огонь на поражение, даже не проверил. И у меня сразу в голове: а вдруг это гражданский? А вдруг это тоже, не знаю, может быть, солдат? И как бы начинает себе думать о плохом. Магавни сказали: подожди здесь, мы как бы проверим. Они подошли, после этого они вернулись, говорят: Игорь, нет, это террорист, так что ты можешь как бы быть спокойно. Я тут вздохнул. Руки у меня перетряслись, как нефиг делать. Я представляю. И тут я просто объяснил магавнику: вот, заберите гражданского как бы к себе, как бы, потому что вы все равно едете в ту сторону. Потому что они сказали, они едут в Энапсор. Я говорю: вот тут есть гражданский, заберите его. Они начали ехать передо мной, я на своей гражданской за ними. И резко они останавливаются перед перекрестком, чем поворачивать налево в сторону Энапсора. Они просто остановились, выбежали с машины. Я выхожу: что случилось? Он говорит: у них идет перестрелка прямо здесь на воротах. Я говорю: ну, как бы я с вами. Еще один ствол, как бы хуже не станет. Мы просто подошли как бы сами к перекрестку, не в машинах, ничего, просто встали потихоньку в ряды и открыли огонь на поражение. А там много было с той стороны, кто перестрелку? Наверное, 5-6, как бы. И тоже с автоматами? Тоже с автоматом, просто стреляли в сторону будки, где там находился главные, как бы, люди, которые стреляли. Потому что те, которые находились в самом поселке, у них была рация, они разговаривали между магавниками. Так поэтому как бы сказали: зайдите, не стреляйте, мы сейчас. И тогда мы открыли огонь. После этого я достал свой магазин, отдал им, взял у них опять чистый, полный магазин, сел в машину, спросил, если как бы есть, может быть, спереди еще какие-то группы их. Они говорят: да, на Цомет Мифтахим там должны быть наши магавники, которые там уже закрыты. Я говорю: скажи ему по рации, что как бы я на синем Сияте еду как бы в ту же сторону, чтобы в меня просто не стреляли. Я еду с аварийками, и у меня как бы на улице будет жилетка желтая. Он говорит: нет проблем, как бы можешь ехать. Начал я ехать, еду опять потихоньку, слышу стрельбу, слышу эти все взрывы. Как раз подъезжаю на Цомет, там, где эти магавники были, Цомет Мифтахим. Замечаю эти магавниках, они как бы сначала перекрыли мне дорогу, начали кричать, я вышел, говорю: это я. Они такие: стой, ты Игорь, где это? Я говорю: да, это я. Они посмотрели на то, что да, Сият. Как бы едь, я говорю: а дальше кто-то из вас есть? Есть. Они говорят: мы не знаем. Как бы армия должна быть, но насколько они по часу там находятся, мы не знаем. Как бы мы знаем, что одна машина заехала, но никто не возвращается, никто как бы, мы не знаем. Я говорю: окей, нет проблем. Начал в это время, как раз я уже еду по 232 шоссе.
То есть ты все-таки поехал дальше? Это как бы... На свой страх и риск, не понимая вообще, что там происходит. Нет, потому что я должен приехать к себе домой. К семье, да. Так что я обязан как бы так и так ехать. Еду по этой дороге, замечаю то, что все знают, и все, что видели по телевизору, эти машины, эти гражданские, которые лежали. Ты видел уже последствия? Уже последствия, да. Сам процесс, как это происходило, расстрелы ты не видел? Это я не видел, я уже просто видел как бы мертвых людей, которые находились. И те машины, которые обстреляны были. И просто пытаюсь не обращать на это внимания, но с другой стороны я не могу на это не смотреть. Как бы это передо мной. И как бы куда ни посмотреть, ты это увидишь. Везде тела. Как бы везде тела, и ты как бы... Тебе приходится на это смотреть и просто ехать и думать, как бы, как повезло, что в это время как бы не было моих друзей, не было родителей моих, и не было как бы жены. Как бы, что это... Каждый был в своей точке, в своем доме. А был у тебя страх? Было страшно? Да, мне было страшно. Как был? Всегда страх. Это вещь, которую ты не знаешь, что тебя ждет спереди, и ты не знаешь, что тебя ждет уже и сзади. И как бы какое количество перед тобой будет, ты тоже не можешь знать. Как бы всегда есть... ты всегда об этом думаешь, что может быть, что здесь я останусь. Может быть, и ранят, и от раны я останусь, и в конце концов никто не найдет. Или я просто... Кто-то меня найдет с ранеными, заберет, или тут и я останусь, как бы. Но надо ехать дальше. Но надо ехать вперед, потому что как бы семья и сам поселок. Потому что я смотрю, как бы по сообщениям посмотрел, там как бы идет охрана, у нас пытаются. Было как бы проникновение, их поймали, потому что они были без оружия. Как бы я понимаю, что у нас тоже в поселке тоже не так уж и тихо и спокойно. Я начинаю продолжать, еду по 232 шоссе, начинаю подъезжать кибуц, который называется Нир-Ицхак. И в их сторону вижу два человека, которые просто идут и обстреливают коровник. Просто по коровам? Просто стреляют в сторону коровника. Может быть, там был фермер, я не знаю. Но просто как бы от того, как я ехал, и как они как бы в плюс-плюс куда не стреляли, это как бы стрелялось, как будто они стреляют просто в коровник. Остановил я свою быстро машину, выхожу, и в этот же момент у нас там как раз дорогу строили, так ставили как бы бетон, такое ограждение бетона. Я за это встал сзади этого ограждения и просто начал в них стрелять. Один, я его ранил, потому что он упал, но он продолжал на меня, он как бы пострелил на меня и начал стрелять. И тот, который возле него, он тоже переразвернулся в мою сторону и просто начал тоже в меня стрелять. И я просто понимаю, что как бы они двое на меня, и я как бы не слышу прекращения огня. Просто как бы идет шквал огня в мою сторону. А ты за заграждением? Я за ограждением, и просто я продолжаю идти, как бы пытаюсь сбить точку, чтобы не думали, что я находился там. Я прошел дальше, поднимаю чуть-чуть голову, они как бы плюс-минус стреляют в то же место, где они последний раз меня видели. И просто один стреляет, другой меняет, перезаряжается и продолжает стрелять. В то же время и как бы опять тот же серия, то, что не прекращается огонь. Я просто начинаю... Опять чуть-чуть дальше отдалился от них. И тут я просто как бы встал, взял как бы удобную себе позицию, прицелился и просто начал стрелять в их сторону. Они упали. Попал. Я как бы попал, да, в них, и они упали, больше даже не вставали. Я подождал еще пару минут, проверить, может быть, они сдвинутся, дернутся, но как бы они как лежали, так и лежали. Быстро бегу в свою машину, потому что я как бы от нее отдалился, и как бы тоже не хотелось быть на улице слишком долго. Потому что с машиной мне будет легче передвигаться и быстрее. Сел в свою машину, продолжаю я ехать, скинул сообщение маме, что со мной как бы все нормально. Жене я скинул, что я проезжаю уже Нир-Ицхак, мне тут осталось как бы проехать еще чуть-чуть, и я уже дома. Я начинаю проезжать кибуц Уфа, как бы
от дороги я его как бы его вижу, и оттуда с той же стороны я слышу сильный огонь. Внутри себя думаю, может быть, мне надо туда повернуть и поехать, как бы, если смотрю на это, как бы, я полицейский, должен охранять гражданских, но с другой стороны, опять я иду в то место, которое не знаю, что меня там ожидает. Сколько, может быть, если там вообще армия, а если я вообще сзади приду, может быть, меня даже сама, как бы, солдаты могут переключиться в меня. И, как бы, я просто продолжаю ехать домой. Еду в сторону дома, проезжаю Суфу, проезжаю Холит. Тоже оттуда, с этих местах я просто слышу и взрывы, и стрельба, которая находится в самих этих кибуцах. Приезжаю на свой перекресток, как бы ехать кибуцей Хевель ха-Шалом называется, у нас там 6, мы вместе, 6, как бы, территория такая закрытая, и у нас 6 поселений вместе, как бы в одной и той же точке. Поворачиваю налево, вижу табличку Ятед, начинаю давить больше как бы на газ и не смотрю даже назад, что случается. Подъезжаю к воротам, пытаюсь открыть ворота через аппликацию, ворота не открываются. Звоню главному, пытаюсь дозвониться до главного охранника нашему, он мне не отвечает. Звоню его как бы ему заму, он говорит: Игорь, как бы у нас нету электричества, ты открой рукой, потом закрой. Как бы у нас пока у нас не включится генератор, как бы у нас нету ворот, так что поэтому мы закрыли. Я открыл, заехал в машину, поставил, закрыл. Я говорю, спрашиваю, вы где сейчас находитесь? Он говорит, мы находимся возле твоего дома. И тут как бы я думаю, окей, они находятся возле моего дома. Мой дом, как бы, это считается, как бы, та часть, которая самая близкая к Газе. И у меня начинает в голове работать так. Если зам охраны находится возле моего дома, что с моей семьей? Как бы начинается сразу, вдруг что-то с ними случилось, а вдруг это... Начинаю ехать быстро, вижу зама. Останавливаю машину, и как бы с моей машины выбегаю, начинаю бежать в сторону своего дома. И мне зам начинает кричать: Игорь, ты куда бежишь? Твоя семья вообще здесь. Мы ж ее перекинули, как бы ты меня попросила, а не там. В другом доме. И я такой, точно. И как бы этот выдох, то, что стресс себя скинул, то, что да, правильно, как бы мой дом открытый, и как бы там нету никого. Забегаю к соседям. Первым делом вижу, как бы мои 3 дочерей выбегают, папа, и у них занимает пару секунд, чтобы бежать в мою сторону. Они просто не привыкли меня видеть как бы в бронежилете и с каской на голове. Они как бы, да, привыкли меня видеть на форме, привыкли видеть автомат, привыкли видеть пистолет. Как бы на легком. А тут папа и бронежилет, и каска. После этого, как бы, они поняли, как бы, пропустила их. Я их обнял, поцеловал. Жена вышла тоже, я с ней поменялись пару слов. Как бы со мной все в порядке, как бы все. Можешь быть тоже спокойная, я здесь. Скинь сообщение, как бы, друзьям, что я приехал, и родителям тоже, потому что я иду дальше к, как бы, охране нашего уже поселка. А в поселке бои уже у вас были? Нет, пока у нас то, что нам повезло, как бы те, которые зашли к нам в поселок, они были безоружны, они искали оружие, которое для них специально оставили. И они просто перепутали, как бы зашли к нам, а мы просто их повязали. И как бы это нас, с одной стороны, как бы прошло. Сколько в итоге ты, получается, положил террористов? 13. 13. Получается 13. А состояние твое после этого, я говорю, прямо посттравма какая-то или что-то у тебя? Ничего? Все хорошо? Не хорошо. Поначалу я спал с пистолетом под подушкой. То есть был страх, да? Был страх оставаться. Я перед чем идти спать, я могу взять, в то время разбирал пистолет,
Но утром просыпался, пистолет был уже собранный под моей подушкой. Спросил у жены, ты как бы собирала? Она говорит, Игорь, нет, я спала как убитая. А это ты Просто я ночью во время сна я просто собирал его и ставил. И долго так продолжалось? Где-то недели, даже месяц, где-то так было. А реабилитация, психологи с тобой работали? Работали, и до сих пор у меня есть, как бы я хожу, общение и с группами, и как бы я один. И сейчас меньше это мешает, но там у меня где-то все равно как бы осталось. А что именно? Сны или что-то? Поначалу были сны. Сны именно вот этих боев? И как бы не только боев, как бы я... Ощущения это было то, что было такое... Были такие, даже сейчас, наверное, такое может быть, такой сон, то, что я как бы на все вот это 7 октября как бы смотрю сверху и просто наблюдаю на это, и как бы... Переживаешь эти все эмоции. И все заново как бы это все начинается. Переживаю опять то время, которое я вечером я сидел, 7 же до сих пор октября, когда я послал сообщение офицерам, то, что я дома, и начинаем получать сообщения, то, что Андрей умер. И как бы друзья, которые я знаю, с которыми я служил, как бы и мы встречались на разных курсах, того убили, тот умер. И как бы ты на эти номена как бы ты смотришь и думаешь, как бы мне повезло больше, чем им. Потому что я сейчас дома, увидел семью, и я живой. Как бы... А с другой стороны, я думаю, почему я как бы, где была 241-я и 232-я трасса не сошлась, почему я не взял как бы как те же солдаты направо и пойти помочь тем же полицейским, которые охраняли эту же ту же Нову. Ты мог бы уже и семью не увидеть. Тогда я мог бы и не увидеть семью. Как бы до сих пор эти вопросы у меня до сих пор иногда бывает такое, то, что всплывает. Но я все равно, если меня вернуть в то же состояние, в то же время, в то же это, я бы все равно взял бы налево. Как бы... Я не жалею, что я взял налево, но с другой стороны, где-то... Не знаю, это... Поначалу это как бы была боль, то, что как бы я, может быть, своих друзей оставил там. Я 1,5 месяца пытался понять, что за бардак был. 1,5 месяца? 1,5 месяца я просто сидел и как бы пытался... Осознать само то, что вообще случилось. Как бы, что люди, что как бы террористы зашли в Израиль, и то, что они обстреливали, расстреливали. Похищали. Как бы... Где-то 1,5 месяца мне взяло как бы понять, что это как бы не сон, это... Да, это было. Еще одна война в нашу историю Израиля маленького зайдет.